Всем привет, с вами вновь Антон Логовинов, и я наконец-то свободен. Да, блин, все это время я играл в Kingdom Come 2, и совершенно не так я планировал провести этот месяц, но, к сожалению, эта игра, вот она поломала мне жизнь, поломала все планы, невозможно ничего вообще было делать, и, наверное, такое со мной произошло впервые за всю мою трудовую деятельность. Еще Ведьмак 3 10 лет назад, но тогда у меня прям месяц дыра была в каких-либо проектах, можно было спокойно сесть в нее, поиграть в свое удовольствие. Здесь было иначе. Я сначала получил игру, да, сделал вот это огромное превью, почти обзор по первым 60 часам. Обычно после этого, настолько от игры устаешь, уже тошнить должно, что ты не продолжаешь в нее играть, а откладываешь в долгий ящик и переключаешься на следующие ролики. И так и я и планировал сделать. Я, в общем-то, сел уже монтировать следующий видос, и ничего не получилось. Матильда! Меня буквально через 4 дня потянуло обратно, и дальше я не смог остановиться, пока не прошел до конца. 242 часа сплошного блаженства и наслаждения. И, наверное, частиком там поменьше, наверное, 170 где-то будет, но все остальное — это, конечно, пробы, ошибки, загрузки, отыгрывание разных вариантов, что может произойти в квесте. Здесь тоже моя вина, я такой перфекционист, я очень люблю все поисследовать, выбрать оптимальный вариант развития событий, и, на самом деле, в Kingdom Come это не обязательно делать, потому что плохие варианты развития событий, они часто гораздо даже интереснее и смешнее. Но я ничего с собой поделать. Я вот такой перфекционист, максималист. Надо все зачистить, надо все сделать вот максимально хорошо. И никак это в себе я перебороть не могу. И, конечно, такая игра, как Kingdom Come 2, для меня огромная проблема. Но не об этом я сегодня поговорить хотел, а о том, что я ее серьезно не дохвалил. Да, такое может быть, там и так 10 из 10. Но на тот момент у меня было ограничение по свадьбу, да, и после этого я начал проходить и понял, во-первых, насколько там охренительный сюжет основной, насколько эта игра комплексная, насколько она даже больше, чем я вот рассказывал. И понятно, что еще далеко не все, кто поставил себе целью, ее прошел. Игра очень большая, поэтому я сегодня без спойлеров постараюсь объяснить, почему я считаю, что на самом деле Kingdom Come — это лучшая игра, одна из лучших игр за последние 10 лет. И да, она для меня стала даже более значимой, чем Cyberpunk, чем Red Dead Redemption 2 и даже Baldur's Gate 3. Кстати, если вас интересует, как легко приобрести Kingdom Come 2 в России, то смело следуйте на PressF. PressF — это такой огромный видеоигровой маркетплейс, где не только можно купить игры, которые недоступны в вашем регионе, но и оплатить столь необходимые сегодня сервисы. Здесь легко можно пополнить Steam, PSN, оплатить Game Pass, купить внутриигровую валюту, карты предоплаты Apple Store и Google Pay. Площадка работает с проверенными продавцами, и что меня лично обрадовало, предлагает удобные фильтры, по которым можно быстро найти нужный товар нужного региона по устраивающей цене. Плюс никакого лишнего геморроя с оплатой, есть самые разные способы, включая СБП. Ну и самое классное, это что на этом маркетплейсе нету продавцов, вот которым там пароли надо засылать, маму родную продавать, всю информацию выдавать. Для меня это вот дилбрейкер всегда, и я очень рад, что есть место, где не нужно среди тысяч объявлений, да, искать нужное. Все легко и просто. Ну а по моему промокоду FXIGR1 вы получите 2% скидку на весь ассортимент маркетплейса. В общем, множество товаров, недоступных в вашем регионе, всевозможные подписки, все это доступно на PressF. Жми F и плати меньше. Ну а сейчас я вот попытаюсь без спойлеров объяснить, почему же Kingdom Come настолько запал мне в душу, и почему я считаю его одной из самых важных игр за последние 10 лет. Дело даже не в том, что в ней великолепный сюжет, это одна из немногих игр, которые сделаны с душой. Ты это прям чувствуешь. Вся команда вкладывалась, и там неподдельные эмоции, которые прям за душу берут, особенно под финал. То есть эта игра прям до самого финала выкручивает и градус напряжения, и удивляет. Самые драматичные с точки зрения игровой режиссуры сцены в финале. Игровая режиссура — это не кат-сцены, это именно какие эмоции ты испытываешь. Знаете, очень часто мы в трейлерах и в рекламных слоганах игры видим какой-то там лейтмотив. В данном случае это был «Война — это грязное дело».
It's a nasty business. И ты уже воспринимаешь это, ну, просто как, да, рекламный теглайн. Но вот оказалось, что это не просто крутая игра, а в ней еще очень сильное высказывание, как можете догадаться, антивоенное. И, наверное, ни одна игра настолько не выворачивала мне душу, не заставляла меня делать грязные поступки. И она даже тебя не особо заставляет их делать. Скорее, ты, взвешивая за и против, вот принимаешь такое оптимальное решение, и оно ни хрена не оптимальное. Ты все равно в результате чувствуешь себя гнидой. И я говорю, не хочу спойлерить, просто мастерски, как они это все обыгрывают, в том числе там в подведении итогов игры, да, как в РПГ водится, у тебя в финале все твои выборы, они так или иначе на что-то отражаются, и тебе саммари выдается. Вот здесь это сделано просто так, что прям, ну, слезы наворачиваются, очень-очень круто. Но, говорю, дело не только в сюжете. Я вот раньше, во времена видеомании, любил сказать, что видеоигры — это круче, чем книги и кино. Почему? Тогда это было легко говорить, потому что у нас были видеоигры, которые были круче игр и кино. А в последние годы я такого сказать не могу. Практически все игры очень сильно отупели, сценарии стали ужасные, диалоги просто сжались. Ну, это не просто так происходит. На самом деле аудитория такая, она меняется. I just don't know what to do. So anytime that I have something explained to me, I just don't really listen or hear it. I just don't process information. У нас сейчас поколение таких, которые не очень сильно могут погружаться в видеоигры, они не могут читать диалоги. Вот TikTok — это максимум, на что хватает. Это огромная проблема. Мы видим по последним играм, по Сталкеру 2, по Индиане Джонс, по Kingdom Come. Для стариков, да, это одни из лучших игр в истории. Они погружают, они вот квинтэссенция того, что мы считаем геймингом. Гейминг — это идеальный эскапизм. Это не дрочево на циферке. Это не 300 кликов в секунду и вовремя нажатый уворот, чтобы попасть в тайминг. Это все скучно. Это мы все проходили, делали миллион раз. Игровые компании вообще перестали соревноваться в нарративе. А геймплей — это не только нажатие кнопок. Это еще в том числе игровая режиссура, создание ощущений. И вот самое печальное, что произошло в последние годы, это такое разделение игр, на самом деле, на чисто геймплейные и чисто нарративные. И мне и того, и другого очень-очень мало. То есть я не могу играть чисто в геймплейную игру, вот где катсцены, но они вот как в порнофильме сюжет, да, они нахрен не нужны. Но, с другой стороны, также огромное количество нарративных игр. Вот если мы возьмем игры с интересным сюжетом, то за последние годы это будет очень много инди, в которые вообще не хочется играть, как лично мне, потому что они никуда не стремятся, опять же, продакшн очень низкого качества. А когда доходит хотя бы до AA, почему-то в этих играх очень сильно страдает геймплей. Про погружение я уже вообще молчу. Игр, где есть там настоящая атмосфера, в которой ты можешь залипнуть, их просто можно по пальцам пересчитать. Я прям вижу, что новое поколение геймеров, оно разучилось погружаться. Для них это уже не эскапизм, они в клики играют. Это очень печально наблюдать, потому что они реально не понимают всю гамму эмоций, которые можно испытать от видеоигр. Все свелось, к сожалению, вот к порнухе, к дешевому дофамину, просто к закликиванию кнопок удовольствия. Это ужасно. И эти люди на самом деле не понимают, что именно поэтому они устают от видеоигр, именно поэтому им все не нравится, все раздражает, видеоигры ничем не удивляют, и вообще максимум вокруг раздражения. Но это вообще отдельная тема для отдельного сюжета, наверное, даже не одного, как современное общество утонуло в дешевом дофамине, и мозги у всех обленились, никто не хочет никаких усилий делать. И, кстати, вот на таких играх это очень сильно видно. Вы можете увидеть, сколько в комментариях криков, что люди не могут больше читать диалоги. Они не умеют погружаться, и они лишаются огромного количества эмоций, огромного количества впечатлений. Но, возвращаясь к тому, почему Kingdom Come такой охрененный, не потому, что в нем идеальный геймплей, идеальный открытый мир, охренительный сюжет. Нет. Потому что каждый из этих элементов идеально с друг другом сочетается. И как я когда-то во времена Deus Ex говорил, что да, это не самый крутой шутер и не самое крутое RPG, но совмещенные вместе они создают уникальные эмоции. С Kingdom Come такая же история. Это, с одной стороны, Immersive Sim, но это не лучший Immersive Sim, который мы можем себе представить. Это RPG, но в ней есть вопросы, да, она очень специфическая. Открытый мир, он интересный, его круто исследовать, но можно найти примеры и покруче. И сюжет, он
трогательный, он охрененный. Ну, конечно, это не Кодзима и не Last of Us. Но все вместе это вот в данной концепции идеально сочетается, работает и создает вот непередаваемые эмоции, ощущение мира, важности. Ты действительно переносишься, в Средневековье, ты веришь в этот мир, в этих героев, ты не можешь оторваться от геймплея. Вот я вкачал вообще все, что можно. И у меня под конец игры осталось только чуть-чуть не вкачано древковое оружие и топоры. Это единственное. И пьянство. Все остальное на максимум. Мне интересно было кузнечное дело, там алхимия. Я шатался по всем возможным квестам, со всеми разговаривал, исследовал разные опции. Короче, я реально месяц, жил в этом Средневековье, и мне даже в реальности захотелось что-то попробовать. Я вспомнил, что я когда-то хотел вот молотом-то поработать, кузнечное дело попробовать. И когда вот игра производит вот такой вот эффект, тебе уже какие-то там мелочи становятся не важны, потому что ты вот полностью погружен, ты во все веришь. И моменты, я, опять не хочу спойлерить, но там настолько мощные именно эмоциональные моменты происходят в геймплее, поскольку ты во все это веришь, и твой пес — это твой друг, который не раз тебя спасал в беде, и это тебя прям вот задевает, выворачивает душу, и это то, что игры практически полностью утратили. И вот поэтому Kingdom Come великолепен. Не потому, что вот каждый там по отдельности элемент, он лучше, чем во всех остальных играх. Нет, это в принципе невозможно. Это чешская игра, инди. Ну, уже не совсем инди, это уже AA, но это все равно проект, выросший с Кикстартера. В нем не может быть продакшена до уровня Dragon Age последнего, в котором там волосы в диалогах движутся по физике. Этого здесь нету. Даже самые любимые мои игры, я к ним, мог выдвинуть много претензий, но мне никогда не хотелось этого делать, да. Например, «Ведьмак 3» — это охрененная книжка, это охрененный сборник, такой интерактивная книга историй. А геймплей там нормальный, не гениальный. Ты понимаешь, вот четко играя в него, что я играю ради атмосферы, сюжета. Опять же, погружения полного там такого, как в Kingdom Come, не происходит. Почему? Потому что игра от третьего лица. И вот я часто слышу, что людям не нравится вид от первого лица. Я считаю, что это люди, которые не умеют погружаться в видеоигры. Они не понимают разницу между первым и третьим лицом. Потому что только от первого лица ты можешь настолько погрузиться, что тебе вот прям сорвет башню, и ты потом захочешь в реальной жизни пойти стучать молотом. И будешь воспринимать все происходящее абсолютно реально. Почему все Immersive Sim от первого лица? Именно поэтому ты не можешь сделать Immersive Sim от третьего. Он не будет работать. Возьмем Зельду, да, Tears of the Kingdom, я считаю, вообще одна из самых тоже великих игр на Земле. Она подарила мне огромное количество новых уникальных эмоций. Но при этом в Зельде напрочь отсутствует какой-то сюжет. И вот пока меня механики развлекали, пока мне было интересно, я в нее играл. Но я ее так и не прошел. Я где-то там на 80%. Я ее бросил. Просто потому что игра уже дала мне все, что я от нее мог получить, и уже казалось, что все остальное повторяется. GTA Red Redemption, их вот бесконечно можно любить за большие живые миры, да, которые еще очень классно в экшене смотрятся. Персонажи в этих играх реагируют на твои действия, как ни в каких других. Но при этом там нету вот этого ощущения, что это происходит все с тобой. Геймплей так и вовсе просто экшен. А здесь огромная тягучая RPG с очень глубокими механиками, и, соответственно, все твои действия, решения влияют, даже выполнение сайд-квестов влияет на основной сюжет. Понятно, что не радикально, но в мелочах, в деталях, и в этот момент тебе просто крышу сносит. Ты такой: господи, это самое близкое к средневековой матрице, что можно вообще представить на данный момент. Вы нигде в игровой индустрии не найдете такого могучего, настоящего, работающего вместе сочетания всех этих элементов, чтобы и потрясающий сюжет, и потрясающее погружение, как в Immersive Sim, и RPG развитый, и открытый мир, как в Red Dead Redemption. Это ультимативное сочетание, которое, безусловно, работает. Да, не для всех. Не работает на тех, кто не может концентрироваться на диалогах. К сожалению, таких людей очень много стало, и это беда, скорее, человечества, а не Kingdom Come. No. Shut the fuck up or I'll redden your fucking cheeks for you.
Ну вот такая вот, в общем-то, мысль. Очень хочется все подробно обсудить, но понимаю, что пока рано, не надо этого делать. Тем, кто так и не добрался, я крайне советую, врывайтесь. Если тяжело с диалогами, делайте усилия, игра вас отблагодарит. Я вот честно считаю, что когда вы такое пропускаете, потому что не тянете диалоги читать, вы себе хуже делаете. И, безусловно, безумно сложно в такие игры сейчас играть. У нас вот в чатике просто плач Ярославны, взрослые мужики 30 за 40, у всех там и бизнесы уже, и работы, семьи, конечно, большие, и Kingdom Come, он просто вот манит, и никто не может остановиться, уже многие прошли. И это, конечно, показатель, то, что люди, которые видели все, играют во все, а у нас таких очень много, там, конечно, в полном восторге от Kingdom Come, так что не пропускайте. С Ведьмака 3 это, наверное, единственная игра, которую не стоит пропускать, на мой вкус, хотя, конечно, было великолепно. Игр огромное количество, я нисколько не преуменьшаю их достоинства, просто вот настолько снесла крышу мне только одна. Скоро будет много новых сюжетов, все в производстве, я просто не могу сейчас быстро все делать. Если бы не Kingdom Come, уже что-то новое бы увидели, скоро появится сюжет, который объяснит, в общем-то, некоторые закадровые вещи, что происходило, какими проектами я работал, и наметит такой роудмап, по которому мы будем двигаться весь этот год. А будет интересно, будут сюрпризы. Спасибо за просмотр, с вас лайк и подписка, ну и рассмотрите возможность поддержать проект на Бусти, потому что сейчас мы, по сути, с нуля снова начинаем, я делаю все сам один, и надо побыстрее раскачаться, чтобы там снова можно было нанимать людей, делать больше сюжетов и так далее. Увидимся в самое ближайшее время. Я, наверное, сейчас не буду влетать в огромные игры, в какие-то сейчас вот WoW вышел, Assassin, но после 240 часов, вот, конечно, надо делать перерыв, и это, кстати, один из секретов, как получать от игры удовольствие. Не нужно в них играть все время, нужно менять жанры, нужно менять форматы, не играть в однотипные игры. И, конечно, нужно отдыхать, нужно гулять на свежем воздухе, даже если за окном зима и канатун, заниматься спортом, и тогда все игры будут в радость. Но это уже в другую тему снова унесло. Спасибо, что смотрели, хорошего вам настроения, увидимся. Играйте в Kingdom Come.